Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущие новости, текущие события и какие движения предполагаются сейчас на вечерней сессии. Так, ну вот сейчас, в канун ожидания решения ФРС, которое состоится завтра, на рынках выросла волатильность. Но Китай, так он вообще который день уже валится. Но на самом деле то, что сейчас происходит на рынках, оно очень типично, когда ожидание результатов решения ФРС, с другой стороны, рынки еще никогда так высоко не заходили. Но вот если анализировать американские индексы в канун заседания ФРС, поколедовать по ним, посмотреть, какие здесь тенденции, тренды развиваются, то что мы с вами увидим? Конечно же, если рассматривать пятилетний промежуток времени, просто мощнейший тектонический рост произошел в NASDAQ. Но оно и понятно, собственно говоря, это новая экономика, это то, чем мир будет жить в ближайшие 10-20 лет. Поэтому такой рост во всех этих акциях, он вполне, если не ожидаем, то логичен. Если рассматривать дальнейшую динамику движения, то у нас здесь получается картина, что, в общем-то, S&P, он также растет в меньшей степени. Dow Jones буксует, и индекс Russell 2000, индекс компаний малой капитализации, который является достаточно показательным для Америки, он вообще после того, как в начале 2021 года отскочил, перешел в спячку, и тем самым здесь возникает напряжение, и, собственно говоря, те процессы, которые происходят на рынке труда, что там никак безработица не снижается до необходимых значений, как раз вот это соотношение, вот это движение в Расселе, он рыжего цвета, линия, вполне как бы логичен, и пока здесь не будет роста, весьма вероятно, что с безработицей победа не будет достигнута, потому что все-таки в Америке основная занятость это малый средний бизнес. И вот, если эту картинку растягивать от момента падения, которое было в марте 2020 года, до текущего момента, мы здесь, собственно говоря, и видим то, что NASDAQ лучше всего, мощнее всего вырос, но на текущий момент как раз вот тот индекс, который отвечает за занятость, можно так сказать, Russell 2000, он после стагнации начинает проседать, он уже пересек S&P, но это в процентах имеется в виду, здесь значения не абсолютные, и если тенденция продолжится еще какое-то время, то он уже в обозримом будущем 1-2 месяца пробьет индекс ржавого пояса, так называемый индекс Dow Jones, который зеленая линия. Но, собственно говоря, вот проблема здесь и заключается в том, что растут те сферы, которые, во-первых, это крупные компании, во-вторых, это то, что связано с видением ближайшего и среднесрочного будущего. То есть, в первую очередь, конечно, растет хай-тек, это индекс NASDAQ. И здесь получается такая картина, что капитал, сочетание двух факторов. С одной стороны, капитал не идет в компании малой и средней капитализации. Соответственно, у них ситуация получается не столь радужная, как у высокотехнологического сектора, дорогого и большого. Здесь неправильно, не совсем правильно сказать, что там котировки не растут, и бог с ним. На что это влияет? А это влияет на все. Потому что если не растут котировки, получается, эти акции не покупают, на них спроса нет. Соответственно, у компаний перспектив роста, развития нет. Кредитование не идет так энергично. И масса других негативных факторов, которые мешают развернуться в полном объеме на те деньги, которые затекают в рынок. Но есть и обратная сторона, все процессы взаимосвязаны. То, что компании малой и средней капитализации индекс не растет, это указывает на то, что как раз меры поддержки позволяют людям, которые имели невысокую заработную плату, доход, продолжать сидеть дома и получать пособие. Так что мир цикличен, мир взаимосвязан.
Так, ну вот завтра еще также будет IPO Robinhood. Здесь прямо-таки какая-то насмешка, что IPO Robinhood как раз в тот день, когда ФРС принимает решение, его публикует. Но на самом деле, конечно, компания интересная, идея, которую она внесет, по крайней мере, обертка, она достаточно привлекательна, она, в общем-то, затрагивает струны в душах многих людей, что осуществить справедливое перераспределение доходов от толстых и бессмысленных денежных мешков с Уолл-стрита в карманы простых обычных людей. Вот такая светлая коммунистическая социалистическая идея. Здесь нужно только иметь в виду, что, в общем-то, весь капитализм, вся эволюция, вся борьба за выживание, за место под солнцем, она основана на том, чтобы захватить как можно больше ресурсов и для этого использовать всевозможные красочные, интересные, привлекательные лозунги для того, чтобы люди поверили и отдали свои деньги. Но это я, конечно, утрирую, но на самом деле, хотя у компании идея очень интересная, но с другой стороны, я не думаю, что они занимаются благотворительностью. И здесь тоже надо быть очень осторожным, работая с использованием их продуктов и их рекомендаций. Потом еще есть такой момент, когда компания выходит на рынок, начинает развиваться, она предлагает очень качественные услуги, очень качественные продукты. Потом, когда она разрастается, у нее с этим начинаются проблемы. То есть она начинает не столь качественно работать. Поэтому тем людям, кто пользуется продуктами Robinhood, надо это иметь в виду. Вот. Ну, вообще я не любитель IPO, и поэтому с моей точки зрения это процесс слишком рисковый, он требует погружения. Вот. А когда есть погружение в другие сферы, то на IPO не остается ресурсов. Так, друзья, ну у нас индекс страха и волатильности взмыл в небо, 18,5 он пробил. Движение пока еще не ужас-ужас, но неприятное, потому что, скорее всего, закрытие будет выше 18,5. Ну, здесь два варианта. Завтра, когда будет решение ФРС, либо он вернется в этот диапазон под 18,5, либо, если этого не произойдет, то здесь весьма вероятно, что это уже начало зарождения тренда на рост Викса. Так, далее S&P. Здесь у нас идет коррекционный откат. Очень важно, как будет закрытие. Если не будет пробития 4350, то все это не более чем консолидации на хаях. В ожидании решения ФРС вполне как бы естественно такое коррекционное движение. Самое важное, чтобы были не затронуты, не пробиты ключевые уровни 4350. Есть еще 4080, но до него лететь и лететь. Так, друзья, далее нефть, она несколько сегодня хандрит, это дневной график, поскольку поступают достаточно тревожные слухи по поводу дельта штамма коронавируса. Но если переходить на часовик, картина не столь удручающая. Здесь у нас сформировались все основания для коррекционного отскока с целью движения в район 74,8. Соответственно, такой отскок происходит, если сегодня мы сейчас не пойдем добивать 73,9. Вот это значение. Если здесь удерживаемся, то идет коррекционный отскок. Если здесь сейчас возникает пробой, то у нас цель движения по нефти, ну, сначала будет потестить 73,7 и потом, скорее всего, сходить вот сюда вот, отработать уровень 73,1, 73,15. Так, друзья, далее давайте посмотрим эфириум. Здесь у нас тоже часовой таймфрейм беру. Ситуация аналогичная с нефтью. В ближайший час, 2-3, если по эфириуму не пойдет движение на пробой 2185, то вот у нас разворотная формация, цель отскока, первое движение на 2290, и в случае закрепления на этом значении следующая цель это сходить на 2370 и попробовать закрепиться вот здесь вот. Если все-таки сейчас возникает пробой вот этого диапазона, то мы уходим консолидироваться. Вот у нас сильный уровень, хорошо себя зарекомендовавший 2165. По ним возюкаться может он очень долго.
Так, друзья, далее золото. Вот сегодня была попытка сходить на 1807 и выше. Пока она успехом не увенчалась, сразу при пробое 1800-1805 начинают активно его распродавать. Тем не менее, вот здесь вот, в общем-то, зародился новый набор позиций, который весьма вероятно, сейчас вот если мы 1800 пробиваем и закрепляемся, отсюда пойдет импульс, который уже наверняка добьет 1807 и потянет на 1814. Завтра по золоту будет шикарный день, заседание ФРС. Оно будет просто летать в разные стороны. И поэтому здесь ожидания самые позитивные. Так, друзья, давайте посмотрим, что тут у нас на рынке происходило. Сегодня хардкор показали металлурги и застройщики. Ну и само собой Мечел тоже, но Мечел в наибольшей степени привилегированный сегодня себя показал. Ну, как бы Мечел — это идея долгосрочная. Если рассматривать по Мечелу дневной таймфрейм, то тут идет цикл движения. Этот цикл движения должен завершиться тестированием и пробоем 81,8 и, соответственно, после этого движение на 90. Так, друзья, далее пик, месячный таймфрейм. Сегодня он показал удивительный рост. Ну, вполне понятно, с учетом того, что была дешевая ипотека, люди с деньгами бежали вкладывать в самый ощутимый актив, это в недвижимость. Вот. Но на текущий момент ситуация постепенно начинает переламливаться. Тем не менее, весьма вероятно, что перед тем, как начнется существенный корректоз по рынку недвижимости и, соответственно, движение вниз по акциям застройщикам, по пику, вполне вероятно будет повторное тестирование вот этого значения 1135. Собственно говоря, на дневку переходя, мы здесь и видим, что вот этот импульс, который пошел, ему совсем немножко осталось переписать максимум. И вот здесь я не уверен, что движение после пробоя в ближайшее время или тестирование оно продолжится. Наиболее вероятно пойдет откат от этого значения. В принципе, откат может пойти уже отсюда, но я думаю, высока вероятность того, что тестирование и попытка пробоя вот этого уровня, она все-таки произойдет. Вот. В каком случае это движение не получит развития, или можно сказать, что с вот этого хая, который достигнут, пойдет спуск. Но это коррекционный откат и пробитие значения 1010-1020. Если такое происходит, то весьма вероятно здесь сразу пойдет обвальное движение. Первая цель 912. Вот сюда вот, и потом, соответственно, возврат вот сюда, вот в эту нишу, которая в районе 750 находится. Уже сейчас пошел негативный тренд по ценам на застройку, на первичные квартиры. Вот график из данных Госкомстата. Соответственно, здесь уже по первичной недвижимости идет снижение роста цен. И весьма вероятно в ближайшее время это так или иначе повлияет на котировки акций застройщиков, в том числе и пика. Ну, здесь ряд обстоятельств сложилось, почему этот процесс начался. Здесь и окончание дешевой ипотеки. Конечно, его попытаются сейчас сделать мягким, чтобы резких движений не возникло. Но здесь напрашивается сценарий снижения, ну или как минимум перелома по ценам на недвижимость, в том числе и по рынку этой осенью, начало октября. Вот. Ну, с учетом того, что попытаются сделать плавно, наверное, возможно, это удовольствие растянут, может быть, до весны 2022 года, может быть, даже до осени. Загад не бывает богат, ситуация может начать развиваться очень стремительно, с учетом тех пузырей, которые понадували. Но, с другой стороны, меня не покидает мысль, я вот ее озвучивал в телеграм-канале. Дело в том, что кредитно-дефолтные свапы, то есть страховка на российские инструменты, на российский рынок, на российский долг, она чудовищно мала и она продолжает снижаться. Соответственно, когда падает страховка, это говорит о том, что имеются какие-то факторы, которые пока не всем видны, которые, возможно, рынок понесут дальше наверх. Ну, если исходить из этой ситуации, то по российскому рынку и по пику мы, конечно, можем получить движение далее вверх.
Но здесь надо четко понимать, что недвижимость — это вещь, которая привязана к доходам людей. Уже цены раздули просто до неприличия. Даже 2007-2008 год отдыхает, когда каждый день росли цены. Вот. И здесь все-таки, я думаю, у застройщиков не так мало гидрозина осталось для того, чтобы разгоняться и лететь выше и выше. Я думаю, вот по пику где-то предел, наверное, ну, либо потестить 1135, либо, может быть, ну, на 1200, и потом все это дело, оно должно закончиться, потому что халява не длится вечно. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь с одной стороны залег в боковик рубль-доллар, с другой стороны здесь был удар достаточно сильный вот в этот диапазон. Соответственно, если в ближайшее время не будет возврата и добития этого диапазона, то здесь рисуется картина тестирования пробой 73.85 и движение на 74.1. Сейчас до конца вечера перехожу на 15-минутный таймфрейм. Здесь у нас следующая ситуация: 73.7. Если этот уровень не пробивается, у нас отсюда идет импульс движения наверх. Первая цель тестирования пробой 73.83, и потом отсюда, соответственно, движение с целью потестить и попытаться пробить 73.95, вот здесь вот этот диапазон. Друзья, все, основные новости, основные инструменты, акции, по которым были вопросы. Спасибо за внимание, всего наилучшего. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте видео лайк.